Всем привет, друзья! У вас это уже следующее видео, а у меня все тот же день. Вот я освободила нижнюю полочку от орхидеек, протерла там. Орхидейки у меня пьют. А я тем временем буду разбирать следующую полочку. Протирать орхидейкам листочки, поливать их, протирать полочку. И еще мне нужно прикрепить лампы. Я докупила на нижнюю полочку и на вот эту, чтобы цвет не отличался ламп от остальных. Давайте приступать к работе. Так, первая орхидейка будет у нас фронтера. Красоточка наша. Давайте немножко полюбуемся на цветочки. Любит она цвести, конечно. Не оставляет меня без цветочков. Хоть она стоит на наращивании корней, но цвести все равно не забывает. Я не лишаю себя возможности полюбоваться на цветочки, раз уж она хочет цвести. Давайте ей протрем листочки. Так. И вот наша посадочка. Так же, как у остальных. Снизу керамзит. Далее мелкая кора. Так, тогда я уже использовала кокосовое волокно немножечко. И сверху мох. Так, низ у нас влажный. Давайте вверх увлажним эти орхидейки. Так, я хочу увлажнить верхний слой мха. И с другой стороны. Так, все. Берем следующую орхидейку. Следующая у нас это каменная роза, которую я недавно купила. Она, кажется, собирается цвести. Вот видите, у нее почечки проснулись. Я тоже их опрыскиваю каждый день. Когда листочки опрыскиваю, обязательно цветоносы тоже опрыскиваю. И так почечки лучше пробуждаются. Давайте ей тоже протрем листочки. Запылились орхидейки быстро опять. Не успеваю протирать их. Тоже моя вторая каменная роза. Я ее совершенно случайно встретила в магазине Леруа Мерлен. И впервые, кстати, я ни разу в магазинах не видела. Я только покупала у женщины, орхолюбителя, так же, как и я. Свою первую каменную розу я купила по Авито, по объявлению. Так, мох ей увлажним. Это не слишком много тут сверху. Так, перед тем, как поливать, обязательно смотрим корешочки. Они немножко влажные, так что полью немножко. Слегка.
слегка пролью корешочки, что им нужно будет сами вытянуть с дна горшочка. Так, и берем следующую орхидейку. Следующая орхидейка — это орхидея Исмаэля. Она тоже у меня отжелтила нижний лист от шеи. Я тоже испугалась, оторвала ей его аккуратненько, разорвала лист напополам, убрала все чешуйки от шейки. И слава богу, с ней все хорошо. Корешочки зеленые, она их не портит. Умничка. Я рада, что с ней все хорошо. Она мне так понравилась. Вставлю вам фотографию ее цветения. Вот она немножко заваливается на бок. Я ей пробочку так под листик кладу, чтобы она держалась. Так, протерли ей листики. Вот и корешочки серенькие, пора поливать. Я ее антибиотиком тоже проливала человеческим. Возможно, он помог, или просто у нее ничего такого страшного и не было. Так, сейчас я ее полью по краю горшочка. Как-нибудь еще, наверное, пролью вот эти всякие проблемные орхидейки, реанимашки с антибиотиком. Если вам интересно, я вам сниму видео на эту тему, как я делала. Так, по краю горшочка полили. Сейчас будет вид. Так, еще немножко, чтобы побольше на дне было водички. И отставляем орхидейку в сторонку. Следующая орхидейка. Пышная красотка. Какая красотища, да? Это Moonlight Serenade Big Lip. Вообще красота. Обожаю белые орхидейки. Так нежно смотрятся. А на фоне зеленого вообще красота. На фоне зелени. Так, сейчас я ей тоже буду протирать листочки, поливать. Вот такие нежные листочки, тонкие. Наведем чистоту орхидейкам. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим ее корешочки. Так, немножко нужно пролить. Особенно верхний слой, где мох, там вообще все пересохло. Сухие корешочки, но я их не отрезаю, потому что, возможно, в грунте они живые. Так что корешочки, в которых я не уверена, я их не обрезаю. Так, видите, весь верхний слой проливаю, где мох. И немножко по краю. Так и здесь также. Под всеми листиками обязательно. Так, все, полили красоточку.
протерли и убираем ее в сторонку. Следующая орхидейка — это Биглип лимончелло. Эта орхидейка уже отцвела. Я ей отрезала цветонос до спящей почки. И вот она у меня стоит. Наращивает корешочки. Листочки пока не наращивает. Так, протрем ей листики. Ждем, когда нарастит. Точнее, на отдыхе после цветения. Так, и сейчас я ее полью. Протерла листики. Покрою горшочком. Сначала немножко моха вложу по всему верху, а потом по краю. Корешочки есть как и плохие, так и хорошие. Вот видите, и подпортила, и есть хорошие корешочки. Посмотрите, потихоньку орхидейки убавляются, уже совсем немножко осталось. И вот я следующую орхидейку достала, это Кливленд. Сейчас ей порядочек наведем на листиках. Стараюсь во всех пазухах протереть, чтобы везде было чистенько. Так, разворачиваем. Сейчас покажу вам, как у нее листик кверху растет, и никак не выпрямляется. Вот видите? Прям кверху уже такой большой. Обычно в таком возрасте листы уже как-то поровнее становятся. А у нее все никак не выравнивается. Так и стоит торчком. Так, протерли листики. Теперь польем эту девочку. Корешочки у нее серенькие, я уже смотрела. Видите? Пора поливать. Так, сначала, как всегда, по всему верху горшочка. Весь мох нужно увлажнить, который у нас в горшочке. И потом по краю горшочка. Такие горшочки, как я уже говорила, у которых ножки, нужно побольше лить водички. Орхидейка это, конечно, шикарная. Вообще не портит ни корешочки, ни листики не отсушивает, не желтит. Вообще молодец, крепкий сорт. Вот что значит старый, добрый, проверенный сорт. Чем эти всякие биглипы, новинки какие-то слабенькие, со слабой иммунной системой. Разваливаются полностью. Так, полили, чтобы низ горшочка касался водички. И берем следующую орхидейку. Следующая у нас Феррара. Сейчас я ей тоже протру листочки. Давайте посмотрим ее корешочки. Они, кстати, зелененькие. Вот, зелененькие, хорошенькие. Так что я сейчас слегка ей увлажню верхнюю часть грунта.
Есть и плохие корешочки с другой стороны, и хорошие. Так, сейчас я немножко мох увлажню из пульверизатора. Я стараюсь все новые орхидейки обкладывать мхом, чтобы верхние корни не просыхали. А то с отоплением очень быстро просыхают и портятся корешочки. Так, все, попшикали, а потом вместе со всеми листочки попшикаем. Следующая орхидейка. Это у нас такой длинный цветонос. Розовая орхидейка с желтой губой. Я вам ставлю фотографию. Ее поливать не нужно, у нее даже мох влажный сверху. Сейчас я ей протру листочки и поставлю ее к остальным орхидейкам. Следующая орхидейка у нас Биглип Молния. Давайте покажу ее корешочки. Видите, молодец, растит и не портит корешочки, умничка. Так, у нее тоже влажный даже мох. Я недавно поливала орхидейки. Некоторые уже просохли, а некоторые нет. Поэтому вот и нужно проверять орхидейки перед тем, как поливать. А то можно и залить. Так, протрем ей листики. Так, цвести она у нас пока не собирается, к сожалению. Я ее покупала уже почти год назад, на 8 марта, если мне память не изменяет. Так, протерли листики и убираем в сторонку. Берем следующую орхидейку. Последнюю. Так, сейчас я аккуратненько достану. Потому что она у нас с деточкой. Это орхидейка Кобрион. Посмотрите, какая шикарная розетка. Мощная красотка. И вот ее деточка на цветоносе. Уже тоже крупненькая. Но корни пока не растит. Я ей тоже мазала Ребаф Экстра. Шейку. Но пока она корешочки не растит. Так, сейчас листики надо протереть этой красоточки. Ну как цвести она не хочет. Еще ни разу в домашнем цветении не цвела. Решила сразу деточку растить. Деточка, это, конечно, тоже хорошо. Вот цветочки хотелось бы, конечно. Очень она красивая. Помню, мне даже зрители писали, показывайте ее почаще, эту красавицу. Так, и с другой стороны. С этой стороны до конца протрем. У деточки тоже листики протру. Я тоже и протираю, и опрыскиваю обязательно.
как-нибудь все-таки под душем решусь промыть все орхидейки. Тряпочкой, конечно, это не то протирать. Мне нравится, когда и в пазухах все промывается, орхидейка пьет хорошенько. Так, все, это у нас последняя орхидейка, которой мы занимались. Все, полочка пустая. Сейчас я протру ее и буду прикреплять лампы. Видите, они у меня на веревочках держатся лампы. Я не делаю на гвоздике. Не хочу портить стеллаж. А то вдруг потом придется менять на другую лампу и делать новые дырки. Неохота портить. Так, сейчас я прикреплю лампы и покажу вам, что у меня получилось. Все, наконец-то. Сделала лампу. Пришлось еще вот с этой полочки убрать один ряд орхидей, чтобы привязать вот эту лампу. Теперь у меня на нижней полочке 2 лампы. И на следующей полочке тоже 2 лампы. Правда, одна пока синяя, пока я не купила еще одну белого цвета. Пусть пока будет так. А на остальных полочках пока по одной лампе. Сейчас буду ставить орхидейки по местам. И покажу вам, что у меня получилось. Поправила на нижней полочке лампу. Это она криво как-то висела. Полочки уже чистые, я все протерла. Ну, теперь буду расставлять. Все, ребята, наконец-то я это сделала. Протерла все орхидейки, повесила лампы. Моя душа будет спокойная, наконец-то. Что такое? Кто мне не дает видео снимать? Все, наконец-то моя душа спокойна. Протерла все орхидейки. Огородилась, все равно лезет, а? Чего? Тебе внимания не хватает, да? Тебе скучно? Наконец-то я это сделала. Протерла листочки у всех орхидеек, пыль на стеллажах, полила и повесила лампы, которые уже давно пришли, а у меня все никак не доходили руки их повесить. Теперь моя душа спокойна. Посмотрите, я сделала небольшую перестановочку. Поставила все цветущие орхидейки на одну полочку, чтобы они все были рядышком. Теперь у нас тут красотища. Видно все. А то 2 орхидейки стояли снизу. А снизу стоят все нецветущие орхидейки и реанимашки, которым нужен особый уход. Теперь у них наконец-то будет светить им 2 лампы. Теперь я буду спокойна, что им хватает света. Теперь здесь так ярко на этой полочке. А здесь теперь красиво. На этой полочке отцветающий тунис. Один цветочек остался. Сзади малявочки стоят. И Мадонна тоже один цветочек остался. И вот еще 2 бутончика. Не знаю, откроются они или нет. Один кончик вроде как уже сохнет. А сверху тоже нецветущие орхидейки. Все, наконец-то я всех протерла. Все чистые, красивые. И сейчас я хочу опрыскать все орхидейки. Я обычно прямо на стеллаже аккуратненько пшикаю. Вообще недавно опрыскивала вот этих реанимашек. Еще немножко сверху попрыскала.
лишним не будет. Так, следующая полочка. На цветочки стараюсь не попадать. У меня и поечки, и малыши. Так, осталась верхняя полка. Здесь не очень удобно. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Ставьте лайки, кому понравилось видео, пишите комментарии. Я буду очень рада. Ну все, друзья, до скорой встречи. Пока-пока. До новых видео. Всего вам самого доброго. Здоровья, мира и всего самого наилучшего. Пока-пока, мои дорогие. До скорых встреч.